Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Честно признаться, у меня нет столько денег, чтобы пойти и купить себе такую машину. Поэтому я решил сделать ее своими силами. За 39 тысяч рублей мы получили просто шикарный вариант. Ты серьезно сейчас? Это не шутка? Да, это она. Это Lamborghini. Это она, да. Машина Донор оказалась просто нереально гнилой. Это новый левел распила машины, согласись. Смотри, как она сходится. Единственное, наверное, ноги придется укоротить. Слушай, наши ноги. Да, нормально. Короче, только что Егор очень сильно резанул ногу. Сказали, пока не до Lamborghini. Сиди дома, дружок, сказали. Всем привет, друзья! Мы начинаем нашу новую серию про Lamborghini Aventador. И перед тем, как мы приедем в гараж, мы решили заехать в одно интересное место. Ларек. Ларек, где продаются Lamborghini. Этот магазин реально выглядит именно как ларек. Надеюсь, что на нас сильно не будут ругаться, что мы снимаем. Короче, мы хотим вдохновиться, мы хотим посмотреть на настоящие автомобили, которые мы пытаемся повторить. Че, идем? Да. Погнали! А фоткаться можно? Ну мы фоткать будем, не удается. Спасибо. В общем, сходили, посмотрели Lamborghini и сразу по ценам вам говорю. Мы когда спросили консультанта, сколько стоит Lamborghini, ответ был следующий. Нормальная от 25. Я говорю, а не нормальная базовая? Базовая от 21, а люкс где-то 30 миллионов. Ребята, вы просто представляете, какие ценники? Что можно подрезюмировать? Lamborghini выглядят охренительно. Как же они круто выглядят. Кстати, салон реально очень уютный, то есть соберетесь покупать. Да, идите к ним. Можно, да, достаточно спокойной атмосфере. Народу немного в салоне, сразу скажем. Вообще очередей нету на покупку, как бы. В общем, все, мы поехали в наш гараж собирать Lamborghini в свой салон Lamborghini. Погнали. Народ, вот прям рекомендую лично. Заводите карту банка Рокетбанк. Сейчас объясню почему. Первое, не надо платить за обслуживание. Вообще. Оставляйте заявку, карту бесплатно выпускают и доставляют в удобное для вас место и время. Второе, Рокетбанк платит 7,5% на остаток на счете каждый месяц. И неважно, рубль там или 10 миллионов. При этом, в отличие от конкурентов, картой можно не пользоваться вообще, а доход все равно идет. Наличные можно снимать в любых банкоматах мира бесплатно. С каждой покупки по карте вам возвращается кэшбэк до 10%, включая автозаправки, магазины запчастей и так далее. Реально удобное мобильное приложение с мгновенными переводами с карты на карту и поддержкой в чате. Ну и наконец, заказывая карту сейчас по ссылке в описании, вы получаете 500 рублей кэшбэком на счете. В общем, не вижу причин откладывать это на потом, так что действуйте прямо сейчас. Итак, друзья, мы вернулись в гараж и готовы продолжить наше строительство. Наконец-то обзавелись еще одной подвеской, передней подвеской. За 7500 рублей с разборки все взяли целиком. Да, потому что до этого нам называли какие-то дикие цены, то есть отдельно кулак 3000, отдельно подрамник 6300. 6000, да, и у нас получалась вся в сборе подвеска, а здесь нам парни даже сказали, и стойки в подарок, и вообще все в подарок. 7,5 рублей, мы их по месту уже еще торговали там. Да, так что все, у нас теперь есть две передние подвески. Соответственно, мы же строим на двух передних подвесках, двух передних подрамниках. Сегодня мы все втыкаем реечку, все собираем. Меряем морду от Lamborghini, прикидываем торпеду, руль и сиденье, чтобы вообще все в целом понять. И в следующий раз уже начать собирать заднюю часть и какой-то каркас. Ну и сейчас мы возвращаемся к тому, что Егор, наверное, ждал всю эту неделю, пока у него был больничный. Допиливание кузова.
Он больше не пользуется болгаркой. Да, дальше молоточком. Теперь он молотком распределяет. Блин, пороги дико гнилые. Блин, она очень... Она очень говно. Мы зря ее купили. Вот у меня реально, друзья мои, постоянно мелькает мысль о том, что, может быть, мы зря так сильно сэкономили на доноре. 39 тысяч рублей. Может быть, мы сейчас построим машину и всунем в нее донора другого. Ну смотри, вот в бюджете до 100 тысяч. Не гнилая машина, это только Жигули. Иномарка до 2000 года, это по-любому гниль. Нам придется по документам, чтобы вы понимали, оформлять ее как полностью самоделка. То есть это 100 раз дороже, сложнее, но это возможно. Там еще Это справку из возможно. дурдома, наверное, надо, да, предоставлять. She was enraged by the way that the emperors were trapped. О, да ладно! Вот это мразишь! По-моему, мы открыли новое направление, это автоархеология. 4 профильные трубы набраны вот так вот одна на другую в ряд, сварены между собой. Я не знаю, зачем это люди делали вообще. Будто это какая-то контрабанда профтрубы была, что ее надо было перевести в пороги. Далее, смотрите, около 6 или 7 слоев металла, причем они сгнившие уже. У меня такое ощущение реально, что мы будем искать другого донора, но это прям вообще хардкор. То есть мы пока что будем собирать на этом, но возможно мы реально купим другого донора. Эта хрень, она еще и нормально весит. Зачем это было в порог вставлять? Ты ее вот так возьми- отрезал, соответственно, в той половине порога она тоже Нет, есть. я ее не отрезал. Погоди. Смотри, Ну здесь... ее нету. Уважаемые зрители, если среди вас есть тот человек, кто это сделал, пожалуйста, напишите, как вообще к этому можно было прийти. Как будто кто-то дал человек говорит, на, спрячь куда-нибудь. Так. Куда бы мне ее положить? Контрабанда профтрубы. Запихаю в порог. Ну, серьезно, вот мы думали, что хотя бы вот это все крепкое, но оно просто мертвое вообще. Вы представляете, если бы вы купили эту машину? Что такое? Я разорвал. Ногу разорвал? Или штанину только? Штанин. Я подумал, что у тебя швы разошлись. Sleep in a city that never wakes up. Dorothy was right though. Что говорил продавец? Пороги, говорит, переварены. Бумажные пороги. Бумажные. Склеены на ПВА. Вот это металл. Я сейчас вот металл рассыпаю, мне кажется. Блин, ну вот это вообще не похоже на Lamborghini, это похоже на трактор на какой-то, то, что я сейчас вижу. Вот сразу, да, посмотрели, что называется, как на оригинале это устроено. Теперь это точно джип. Давай примерим морду сюда, очень интересно посмотреть. Ну вот такие Lamborghini и получаются у тех, кто строит с передним мотором. Ну, примерно. Мы посмотрели с Егором огромное количество результатов, работ, людей, которые этим занимались, и решили, что мы так делать не будем. Да, потому что если у вас спереди остаются вот эти классические стойки подвески Макферсон, машина получается очень высокая, даже при всех занижениях. У Lamborghini стойка амортизатора не вертикально, а горизонтально завалена. Соответственно, мы так и будем делать. У нас 15-е колеса, а когда они будут 19-е, она будет еще выше. Егор, после прошлого случая... Да нет, на самом деле это не из-за прошлого случая, просто мы сейчас будем пилить пружины, так как у нас она слишком высокая, будем пилить стойки по месту, не разбирая их. И для этого надо все-таки одеть щиточек, потому что пружина будет заламывать болгарку, диск может разлететься запросто.
Вот, можно видеть, что происходит с диском. Но у нас сейчас все под контролем было, потому что мы были готовы к этому. Торпеда. Насколько по шкале убогости это убого? Убого полностью. Какая у нас сейчас нарисовалась проблема? То, что стойки у нас выше просто под лобовое стекло. Вот здесь вот начинается уже торпеда. Ты видел эту тему? Lamborghini стол. Видел? Да. Вот это оно. Короче, пацаны, этот фейл мы предусматривали, что у нас стойки попадают под лобовое стекло. Это было предсказуемо. Но вот то, что у нас ВИН-номер получается просто уже у пассажира. Вот бачок тормозной, он тоже под лобовым стеклом. вы можете видеть, что сейчас мы выставили колеса идеально по центру нашей арки. Это первый раз у нас произошло. И я могу сказать то, что они совершенно не подходят сюда. При том, что колеса на самом деле вот практически впритык. То есть если они будут не 15, не 16, а 19, то они как бы упрутся сразу туда. Да, когда она займет, и то надо будет подрезать как-то брызговик, чтобы они сюда влезли. Получается то, чего я больше всего боялся. А именно ничего не получается. Но у Lamborghini ведь именно там, где заканчиваются колеса, начинается сразу щиток. Начинается пол. С полом как бы сомнений нету. Но со всем остальным, опять же, стойки, мы сейчас отрезали пружины, пружин нету вообще. Длина пружины бы составляла вот столько, 100 миллиметров. Все, там чашки уже сошлись на максимум. Амортизатор в самом низу, в отбойнике. Что я могу сказать? Как-то вообще печально. Я не понимаю, у нас есть чертежи Lamborghini, мы нашли их вот прям, ну, с полностью там все клеточками поделено, то есть 10 сантиметров, там каждая клеточка, все абсолютно реально посчитать, в каких масштабах что и где находится. Да. Но у нас настолько не совпадает машина. Ну, уже такое ощущение, что если ты строишь Lamborghini, то машину вообще не надо брать. Бери просто отдельные запчасти. Мотор. Просто кузов и шильду с ВИН-номером. Да, вот просто только для оформления какой-то кусок, потому что ничего никуда не попадает. Ни подвеска, ни проемы дверные, вообще ничего и никуда. Что мы будем с этим делать? Вот сейчас, вот после того, как мы поняли эту картину. Завтра нам привозят бесшовную трубу. Плюс колеса непонятно вот эти вот. Надо покупать, ну, уже те диски, на которых мы будем строить машину. Потому что на этих вообще не поймешь, как они шире, уже, в какую сторону. Единственный вариант, ну вот на самом деле единственный вариант, как-то переносить колеса еще ближе сюда, как можно ближе сюда. И чем ближе сюда мы их перенесем, тем лучше. Если мы будем так переносить колеса, то у нас изменится кастер. И вся управляемость машины пойдет нафиг. Мы сейчас уже хотели перестать ее резать и начать как бы собирать. Ну то есть да, завтра приезжает бесшовная труба. Да, что типа вот мы там будем дальше к задний подрамник привязывать к переднему. Так, там сюда крышу прикидывать. А сейчас понятно, что вообще ничего не понятно. Кузов Ниссана, он настолько высокий, если брать его от пола до высоты лобового стекла, он никак не попадает в кузов Lamborghini. Я на самом деле могу тебе сказать, что, возможно, мы зря взяли такую большую машину. Мы смотрели по базе, 2700 колесная база у этой машины, и у Lamborghini 2700. И мы такие типа, вау! Nissan Maxima, отличный вариант. По итогу он очень широкий, очень высокий. Нам надо какую-то маленькую машинку было брать. MR2 вот как раз тот, на котором все и строят. Ну маленькую, представляешь, насколько у нее узкая колея и все остальное. Порог вот здесь идет, а он должен быть здесь. Да. Там бы тоже кузов у нас пошел нафиг. Либо это бы было так убого, что ты открываешь дверь, ты видишь, что порог заканчивается, потом где-то там начинается еще один порог. Ну либо покупается просто какая-то самоделка, у которой есть документы, в которых написано марка, модель, самоделка, ВИН-номер отсутствует, шасси, рамы, номер отсутствует. Такие есть документы, реально, я вам говорю, такие машины с такими документами. Мы просто берем и создаем, грубо говоря, с нуля. И у нас там будет какой-нибудь номер НРХ там 357,
что-нибудь такое, 41 РУС. Я вижу только так, на этом невозможно строить. А если мы отказываемся, перепиливаем каким-то образом это, то там уже точно проблемы будут. Сейчас еще у нас конкретно осталась передняя часть автомобиля. Целостная, стаканы, все, ВИН-номера, шильды, все на месте. А самый прикол, помнишь, как мы планировали? Что вот у нас уже готовая машина, и если что, мы открываем капот и говорим, вот смотрите, это Nissan, пошли откроем капот у нас. Я сейчас еще сделаю так, чтобы это было похоже на правду. Ну давай, открывай капот. Вот мы открыли капот, Там а бездна! там просто дыра. В этой части кузова вообще нету ничего. Ни одна часть от Ниссана, она сюда просто не дотянулась. Наверное, нельзя было брать машину с таким огромным двигателем, соответственно, потому что здесь все, таким образом продумано, что места очень много. Так бы было в любом случае, потому что мы же пляшем от ног. Моторный щит у нас не изменен. Мы пляшем от ног. Мы пляшем от ног, мы их просто отрезаем. Получается принципиальное различие вообще Lamborghini от других машин. У обычных автомобилей лобовое стекло начинается вот в этом месте. У обычных Lamborghini получается, да. Начинается вот прямо отсюда. А в нашем случае вот отсюда, от моторного щита. А здесь оно начинается далеко за моторным щитом. А есть счет тачки, вот у которых ВИН-номер сзади где-нибудь. Кстати, под эти цели очень хорошо подходят американцы, потому что у вас шильда под стеклом и все. На этом металле нигде нету номеров. На улице уже стемнело. Мы ничего не ели целый день, у нас ничего не получается. Съемки заканчиваются тем, что мы просто стоим, разведя руки в стороны, смотрим на все это и не понимаем, что делать. Киткар, как оказалось, вот я сейчас общаюсь с людьми, которые занимаются репликами, киткарами. Киткар — это типа вершина просто тюнинга. То есть это самое сложное, что можно сделать. Ты можешь что угодно делать, выхлопные системы, можешь турбину воткнуть, ты можешь там какие-то пайпы сварить уникальные, можешь там что-то еще переколбасить, коробку там собрать на других пакетах, но это все тюнинг, это все по месту. Там ты дорабатываешь, А здесь ты строишь с нуля. Это киткар, это реально самое сложное, что можно сделать с автомобилем. Ну и киткары я бы разделил тоже на две категории. Люди, которые по максимуму оставляют все от машины, она остается переднемоторная, там даже крыша остается в некоторых вариантах. Просто создается как бы облик. Какая же уродская херня получается. И с ВИН-номером такая байдень. Это просто свин номер. Такой попадос. В общем, все, друзья, на сегодня мы заканчиваем наши съемки. Возвращаемся сюда завтра и продолжаем заниматься Lamborghini. Может быть, что-то придумаем. Сейчас посмотрим в интернете, посоветуемся с кем-нибудь. Не знаю. Жесть. Просто жесть. Все, всем пока.